Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас всех на канале. Сегодня я хочу поговорить на тему знаков зодиака. Пока вы будете наслаждаться красивыми осенними кадрами, которые я вам сняла в Германии, или просто вот слушать, тема очень интересная. Посмотрите подробно до конца, возможно, ваше мнение изменится. Идея для этого видео у меня возникла после комментариев на мой комментарий, как всегда, под видео Александра Панчина. Видео вышло год назад, но я про него узнала совсем недавно через другой канал и решила послушать. Сразу скажу, до конца я не дослушала. Позиция автора мне стала очень быстро понятна, и мне понятно почему. Вот такой комментарий я написала. Отрицать влияние звезд на характер людей бессмысленно, так как это подтверждается фактами. Я хобби-астролог, мне нравится наблюдать за людьми, и неважно, знает человек свой знак, читал ли он гороскоп. С гороскопом, кстати, я не всегда согласна. Неважно, абсолютно. В жизни совершенно очевидно проявляются ярко выраженные и часто повторяющиеся черты. Это неоспоримый факт. И закономерности есть и еще какие, хотя сами люди иногда про себя думают другое. А вот прогнозы, вычисления совместимости, расчеты – все это ерунда, на мой взгляд. Совпадения настолько редки, что не стоит на это обращать внимание. И, во-вторых, на крепкий брак влияют совсем другие вещи, и их много, и никак нельзя опираться на типа совместимые знаки. Мне 58 лет, вчера мы отмечали 36-летие совместной жизни, но мы, в кавычках, совершенно не подходим друг к другу по версии гороскопа. И на этот коммент пошла бурная реакция. Приводить, здесь тексты не буду, сами можете посмотреть, если интересно, я ссылку на видео оставлю под видео. Но мои постоянные подписчики знают, что я увлекаюсь знаками зодиака, с удовольствием наблюдаю за поведением людей, и я никогда не задавалась вопросом, как конкретно влияют звезды на конкретных людей. Но я вижу явные закономерности в проявлениях характера. Я люблю себя проверять и часто уже по стилю одежды могу предположить и отгадать знак. Это говорит о том, что есть врожденные качества практически у всех знаков. Мне просто интересно замечать закономерности, я вот получаю от этого удовольствие. Конечно, когда человек не хочет видеть очевидного или в силу своей неспособности видеть вещи в реальном свете, не будет меня слушать. Это как разговор глухого со слепым. Кто хочет послушать про себя, как я это вижу, у меня в плейлисте «Знаки зодиака» есть про все знаки подробно. Сейчас приведу пару примеров просто. Например, люди, у кого выраженное влияние Юпитера, могут спать очень долго. Им сон необходим. Они сами чувствуют, что им это нужно. Но зато потом у них проявляется уникальная способность очень быстро мобилизоваться и с большой скоростью, без потери качества и крайне продуктивно поработать. И будет отличный результат. Вы скажете, и у других знаков такое может быть. Конечно, я даже не буду спорить с этим, но гораздо реже и слабее это проявляется. Поэтому стрельцы и рыбы не жалеют времени на сон. Они могут много часов валяться и спать, если они чувствуют, что им надо поспать. Но потом они включаются и прекрасно выполняют свои дела. Если, например, возьмем стихию воды, тут текучесть решает легко проблемы с коммуникацией. Иногда вот у женщин-скорпионов, правда, имеются как бы проблемы с коммуникацией, есть излишнее волнение на тему своих комплексов. Это у кого есть скрытые комплексы, и они бывают часто у женщин-скорпионов. Это факт, я не знаю, откуда это берется, вот так вот. Воздушные знаки любопытные, общительные и долго остаются молодыми. Огненные знаки больше переживают, больше проявляют свои эмоции, излишне возбуждаются, излишне переживают, и у них быстро меняется состояние. С ними часто трудновато разговаривать, они то вспыльчивые, то обидчивые, слишком громкие, могут вести себя иногда неуместно или упорствуют в заблуждении, что с ними тоже случается. Земные знаки более рассудительные, тщательнее просчитывают свои, любят копаться, просматривать свои ситуации, потому что другие их не так сильно интересуют. Более взвешенно принимают решения.
как правило, очень глубоко ныряют в интересующие их темы, долго и тщательно изучают и запоминают практически вот этот материал навсегда. Это я вам очень коротко, очень просто для наглядного примера рассказываю. Но астрология считается лженаукой. Почему? Вот что пишут в интернете. Российская академия наук и другие научные сообщества признают астрологию лженаукой из-за отсутствия эмпирических доказательств и научного обоснования. Астрология влияет на людей, представляя психологический комфорт, иллюзию контроля над жизнью и инструмент для самопознания. Она может способствовать осмыслению опыта и улучшить самочувствие, особенно в стрессовых ситуациях. Однако астрология не является научной дисциплиной и не имеет научных доказательств, и часто рассматривается как лженаука. Ее влияние основано на вере человека и психологических механизмах, а не на объективных фактах. Ну вот я лично обожаю как раз-таки факты и не пустые предположения, а именно вот чтобы факты были подтверждены. И они подтверждаются, если мы рассматриваем отдельные характеры знаков. Исключения, естественно, есть, глупо было бы это отрицать, но и явно видно, что все же большинство черт характера с завидным постоянством проявляется у большинства представителей определенного знака. Именно вот раки видят вещи и сны больше, например, чем другие. Бросаются на амбразуры овны, ценят красоту весы и так далее. Осуждение. Читаем в интернете. В некоторых религиозных конфессиях, например, в православии, астрология осуждается как обращение к силам, отделенным от Бога, и как символ заблуждения, согласно Сретенскому монастырю. Можно ли доверять астрологии? Современная наука не нашла подтверждения связи между положением небесных тел и человеческими судьбами. Астрология не может предсказать события с высокой точностью и не имеет экспериментальных данных, подтверждающих ее эффективность. Я, кстати, лично с этим полностью согласна и считаю, что в подавляющем большинстве случаев человек сам влияет на события в своей жизни. Конечно, есть вещи, которые не находятся под контролем человека, но тем не менее. Далее читаем. Библия однозначно осуждает астрологию, строго предостерегая от нее. В книге Левит 19:26 прямо запрещаются гадания и предсказания, включая астрологию. Этот запрет отражает желание Бога, чтобы его народ искал руководство только у него, а не у звезд. Нет, звезды и созвездия не влияют на характер людей. Это утверждение является частью астрологии, а не науки, и не имеет научного подтверждения, несмотря на популярность гороскопов. Научная точка зрения – отсутствие причинно-следственной связи. С научной точки зрения созвездия не оказывают никакого влияния на события на Земле или на характер человека. Звезды не влияют на человека, а вот вера в астрологию вполне возможна. Нет никаких научных доказательств того, что созвездия в день рождения человека влияют на химию его мозга. Однако знак зодиака человека может влиять на его личность, если он сам это допустит, поскольку люди контролируют свои действия и поведение, формируя тем самым его личность. Вот так написано в интернете. Речь идет о созвездиях, а я говорю о планетах, то есть Луна, маленький спутник Земли, активно влияет на процессы жизнедеятельности на нашей планете, и это никто не будет отрицать. А огромные звезды не влияют. Это звучит как-то очень странновато. Все планеты солнечные, очень загадочные, нелогичные для нас системы, в которой мы живем, однозначно на нас влияют. И на каждый знак своя планета, а то и две одновременно. Например, пройдемся сейчас очень коротко по всем планетам. Меркурий, да, самая ближняя к Солнцу планета. Это знание, профессионализм, логика, обучаемость, способность анализировать, здравомыслие. Это очень обобщенно, я сейчас говорю, потому что информации много по планетам. Есть плюсы и минусы влияния. И может даже стоит сделать отдельное видео на эту тему. Венера, планета земной группы, это просто красота, чувство, любовь к искусству, творчество, гедонизм и материальные блага. После Земли идет тоже планета земной группы, это Марс,
энергия, агрессивность, смелость, упорство, решимость. Юпитер – планета-гигант. Это мудрость, удача, оптимизм, гуманизм, харизма, духовность и философский взгляд. У людей юпитерских нет ограничений в мышлении. Далее идет Сатурн с кольцами, которые, да, полезность, практичность, целеустремленность и добросовестность. Ледяной гигант Уран далее у нас идет, который дает неожиданные события, нестандартные решения, свободу и независимость. Самая дальняя планета от Солнца и еще один ледяной гигант – это Нептун. Мистицизм, творчество, искусство, сильная связь с бессознательным. И Плутон – это карликовая планета, которая совсем на отшибе, маленькая, разрушение и созидание, трансформация, мистика, власть, контроль, эзотерика и тема смерти. Плутон почему-то больше не считается планетой там по определенным причинам, но тем не менее он не перестал влиять на Скорпиона. Там еще у Скорпиона Марс, но я про Плутон сейчас скажу. Именно его влияние дает возможности самопознания и внутренней трансформации, вот этого перерождения. И это больше на мужчинах Скорпионах сказывается. По этой причине у Скорпионов завышен такой скептицизм. Далее читаем в интернете. Влияние положения Солнца. В астрологии знак зодиака определяется положением Солнца в момент рождения. И это положение считается влиянием на личность. Каждому знаку зодиака приписываются определенные повторяющиеся характерные черты. Это именно так и есть. И даже если вы сами у себя не видите каких-то черт, их точно видит ваше окружение. Читаем дальше. Если не считать астрологическую трактовку звезд, на поведение человека влияют генетические факторы, условия воспитания, социальное окружение, жизненный опыт, личностные черты и физиологические особенности. Наука не подтверждает влияние созвездий на характер, а исследования гороскопов показывают их неспособность предсказывать судьбу или определять личность человека. Конечно, все вышеуказанное влияет на каждого человека. Я бы добавила еще, кстати, национальность и культурные особенности. Но я с уверенностью могу сказать, что и планеты влияют на характер тоже. Иначе бы определенные черты просто бы не проявлялись. Вот так похожи в разных знаках. Далее читаем. Статистические исследования доказывают, что гороскопы не могут предсказать судьбу и не определяют характер человека. В предсказания я тоже не верю. Специально смотрю иногда предсказания популярных астрологов после того, как прошел год, например, и не вижу никогда практически никаких совпадений. Вы же не будете медлить с какими-то действиями, если вы готовы и хотите это сделать. Вы точно не станете вспоминать, можно ли вам сейчас жениться или подписывать документ, потому что астролог говорит, что звезды не велят. Поэтому не стоит полагаться на прогнозы на неделю, месяц, год и так далее. Ваша жизнь зависит только от вас. Но знать свои черты характера и учитывать черты характера ваших близких или характера вашего руководителя, коллеги или деловых партнеров пойдет вам только на пользу. Это ваше оружие. Кто-то пытается, очевидно, не слушая видео, сразу писать мне, человеку, который как раз не опирается на описание гороскопов, что я все знаки описываю одинаково. И есть пару людей, которые такое написали. Но если вы внимательно послушаете, вы увидите, что все знаки очень отличаются друг от друга. Мы явно все разные. И есть неопровержимые факты, которые я люблю и вижу. Я решила узнать, а как вообще становятся астрологами? Есть ли учебные заведения? Какие-то, например, экзамены, дипломы? И вот что я нашла. Официального высшего образования по специальности астролог в России нет. Астрология не признается наукой и не преподается в университетах, а скорее относится к псевдонауке или хобби. Обучение на астролога производится на частных курсах и программах профессиональной переподготовки, а не в государственных вузах. Неприменимость к научным критериям. Астрология не соответствует критериям научности, она не ищет объяснений наблюдаемых явлений и не может быть проверена или опровергнута опытным путем. То есть не обладает свойством фальсифицируемости. Тут тоже странная вещь, ведь наука тоже многие вещи не может объяснить, а они, тем не менее, вопреки логике происходят.
Далее читаем. США астрологию даже используют как эталон лженауки в своей системе оценки научных достижений. Нет официального образования. В отличие от психологов, астрологов не готовят на государственном уровне в университетах. Частные курсы. Получить знания по астрологии можно на частных курсах и программах профессиональной переподготовки. Хобби или призвание. Многие люди занимаются астрологией как хобби для самопознания или самоопределения, а не как официальной профессии. Астролог происходит от греческого аструм – это звезда, и логос – смысл, скажем так. Человек, который изучает движение и поведение небесных тел, проводит замеры между планетами, анализирует траекторию их движения и выявляет влияние на Землю и судьбу человека. Далее такая информация. Сколько лет нужно учиться на астролога? Полный курс обучения в ней занимает 4 года. Учиться можно очно, дистанционно или заочно. Школы, тем не менее, не существует. Где астрология признана наукой? В Индии астрология признана наукой юридически, а в Японии и Китае это неотъемлемая часть национальной культуры. В этих государствах астрология – неотъемлемая часть национальной культуры. В Индии ведическую астрологию преподают в университетах, так как юридически она признана наукой. В чем суть астрологии? Астрология изучает влияние небесных тел на Землю и жизнь человека. Считается, что она возникла более 5000 лет назад у древних шумеров в Месопотамии. До развития научного знания многие древние мыслители, Аристотель, Гиппократ и великие ученые Ньютон, Эйнштейн занимались астрологией. Почему запретили астрологию? Эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое лечение и гадание, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества. Наша цель – защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда. Что за профессия астролог? Итак, подводя итог, можно сказать, что астролог – это эзотерический специалист, который с помощью прочтения положения небесных тел помогает человеку узнавать его судьбу в прошлых, настоящих и будущих сценариях, не мешая свободе выбора самого человека. Тут я хочу добавить, что это все зависит от типажа человека. Кто-то очень сильно верит в предсказания, и если этот положительный сценарий, то хорошо, а если он отрицательный? Вот для тех, кто любит слушать прогнозы. Для примера расскажу. Нам говорят, сегодня так-то влияют звезды. Завтра, допустим, ретроградный Меркурий. На следующей неделе еще что-то влияет. И если послушать внимательно, с этим у многих проблемы, кстати говоря, внимательно послушать все советы на месяц, то вы увидите, что разные предрекаемые события они накладываются друг на друга, и получается каша. Поэтому слушать, когда вам жениться, подписывать документы, делать операции, нужно только вам. А вот знать черты своего знака я советую каждому, потому что негативные проявления при желании можно подкорректировать. Это вам же только пойдет на пользу. Меня иногда спрашивают, за людьми какой национальности я наблюдаю. Немцы это или русские, или кто. А это не играет особой роли, я вам скажу. Знаки зодиака действуют все равно на всех. Не одинаково, учитывая культурные особенности, но действуют совершенно точно. Прослушайте мои описания характера вашего знака или знака человека, которого вы хорошо знаете, и напишите свой комментарий. И еще все знаки могут прекрасно жить друг с другом. Но есть более природно сочетаемые по проявлениям характера знаки. А есть такие, где вы будете чаще ходить по лезвию ножа, но тем не менее тоже дополнять жизнь друг друга. Что вы думаете, влияют ли планеты на характер человека, или вы этого категорически не видите? И что думаете насчет предсказаний и совместимости знаков в паре? Подписывайтесь на канал. Поставьте лайк, не ленитесь, если видео понравилось. Всех вас обнимаю и целую. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.